Беспроводные наушники с технологией мультидрайва, активное шумоподавление до 40 дБ с режимом прозрачности, запоминающийся дизайн, качественные материалы и хорошая сборка. Также у наушников есть влагозащита класса IPX7. Плавать в них нельзя, но дождя они однозначно не боятся. Сенсорная панель с богатым функционалом, шумоподавление ENC во время звонков, которое действительно работает неплохо, о чем вы услышите в ролике в примерах микрофонов. До 7 часов автономности, последняя версия Bluetooth, огромный набор кодеков, режим низкой задержки также на борту. К слову, наушники говорят на английском, можно их переключить довольно просто. Красота требует жертв, и жертвы в данном случае, к сожалению, есть. Но глобальные или нет, сейчас все расскажу. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня мы с вами будем очень крутые наушники тестировать. Я думаю, что вы уже догадались по названию, что мне они зашли. И это неудивительно, потому что это Hi-Fi Pods. Что за бренд? Я думаю, что вы прекрасно знаете, что это Мифа. Маленькими буквами в углу об этом написано. Разумеется, есть поддержка кодека aptX, Bluetooth последней версии 5.2, 6 микрофонов для шумоподавления CVC. В целом полный фарш. И если мы вот это все дело вскроем с счастливым лицом, я напомню, что я такие же разыграю. Притом запакованные. Условия будут в ролике. Следующий момент. Вскрываем. Уши тяжелые, массивные и корпус металлический. Такое ощущение, что из металла. Следующее. Вскрываем. Документация. Кабель для зарядки. Амбушюры. Я уверен, что это дело, наверное, все-таки рано или поздно начнут подделывать, потому что стоят они недешево. Странные наушники, крепление из металла, но антистресс, конечно, интересный, либо кого-то нервировать. USB Type-C, подключение довольно ровненькое, красивое. Уши очень похожи по форме на то, что делают профы проводов. То есть очень похожи на проводные. Кстати, сразу давайте. Звуковод не длинный, звуковод небольшой. И мне он нравится. Амбушюры, если честно, по ощущениям не являются супер топом. Но ладно, все относительно. Еще при этом довольно туго надеваются, плюс они неоднородные. Сейчас удобно, но скорее всего мне вот эта М-ка, которая у них стоит, не подойдет. Пассивное шумоподавление очень хорошее, то есть вы закрываете ухо по полной, но активный шумодав здесь, разумеется, тоже есть. Все по стилю, все по фэншую. Зелененький кабель. И еще и мы не посмотрели сетка. Сетка из металла. Цвет, блеск, красота. Запасных сеточек нет. И может быть это свидетельствует о том, что они не планируют, чтобы у вас она отваливалась, как у многих. Очень странные амбушюры в плане формы. Вы видите, что здесь остаются дырочки. Это для панча, скорее всего, для низких частот сделано. Закрыт. Как это все реализовано и как с другими амбушюрами, я расскажу. Мне они уже нравятся. Это необычно. Смотрим. 7 роликов в неделю выгружаю больше полугода. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band'ов 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в прикрепе. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Али. И именными тоже. Смотрите, распродажа началась. Промики работают. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. А сегодня я расскажу вам о беспроводных наушниках Мифа Hi-Fi Pods. И такие я разыграю. В конце ролика расскажу как. Полетели. Перед началом обзора уточним один момент. Есть два вида этих наушников. Разница у них заключается в том, что версия дешевле имеет один арматурный драйвер плюс один динамический, а версия, которая не намного дороже, имеет уже два арматурных и один динамический драйвер. У меня на руках первый вариант. В продаже есть только один цвет, сам кейс серый с оттенком голубого. Форма у него необычная, что уже радует. Дизайн кейса однозначно запоминающийся, особенно если подержать его в руках, так как по корпусу сделаны тактильно приятные, расходящиеся от центра круги с двух сторон. И из рук он, разумеется, не выскальзывает, как раз по этой причине. Выполнен он из 7-кратного аэрометалла, что бы это ни значило. Габариты его не компактные, составляют 66 мм на 34 мм, а вес целых 84 грамма, что тоже немало. Метательный снаряд такой маленький. В кармане носить не совсем удобно, только если в кармане куртки. Очень марки, так как из-за текстурной поверхности любая грязь или пыль остается
остается на нем. На данный момент каких-либо царапин или вмятин на нем у меня не появилось, что радует. На корпусе с верхней части имеется логотип, с нижней краткая информация. С тылу неплохо оформленный разъем USB Type-C, и вишенка на торте — это с фронтальной части механическая кнопка для открытия крышки кейса. Но, к сожалению, люфт у нее есть и не слабый, а также при тройном нажатии кнопки наушники в кейсе сбрасываются до заводских настроек. Плюс этой же кнопкой можно сделать так, что говорить они с вами будут на английском. Открыть бокс одной рукой легче простого, крышка после открытия не фиксируется, но сама не захлопывается. Внутри кейса нас ждет матовая пластиковая поверхность с глянцевыми местами под наушники с 4 контактами для зарядки, возле которых есть маркировка левого и правого наушника. Также внутри есть светодиод, показывающий заряд аккумулятора кейса. Наушники в боксе гуляют, при тряске вылетают, но если просто перевернуть кейс, наушники остаются на своих местах. Емкость аккумулятора бокса целых 1000 мАч. Полный цикл зарядки занимает 2 часа 4 минуты. Беспроводной зарядки нет, к нашему сожалению. Перезарядить наушники от кейса можно как минимум 4 раза. Саморазряд у бокса не наблюдал, бокс понравился, сборка немного хромает, особенно механизм открытия крышки, но в целом я доволен. Переходим к наушникам. Изготовлены они из пластика. Дизайн проще, чем у бокса, но не минималистический. Часть с сенсорной панелью имеет черный цвет с узором, остальная часть наушника серая. Габариты 25 на 23 на 18 мм вместе со звуководом. Вес одного наушника с амбушюрой 5,7 грамма. Наушники из кейса извлекать удобно и точно удобнее, чем Meizu Pop 3, обзор на который вы можете посмотреть, перейдя по ссылке в правом верхнем углу. Они были вкладышами, мне они понравились. Посадка в ухе дискомфорта не вызывает. При занятии спортом из ушей не выпадают, звуковод размером 5 на 5 мм имеет металлическую сетку, и крепление для амбушюры тоже на нем в наличии. На корпусе мы имеем 4 контакта для зарядки, слегка утопленные, и по 3 микрофона на каждом наушнике. Контакты в перспективе нужно будет чистить, сами знаете как. Далее световой индикатор в виде кольца, который во время носки не мигает, компенсационное отверстие и сенсорная панель. Из тапов на борту воспроизведение паузы, переключение треков, управление вызовами и регулировка громкости. Ура! Включение режима низких задержек, также переключение между режимами шумоподавления ANC и режимом прозрачности. Плюс есть, разумеется, и обычный режим. На тапы откликаются хорошо, оснащены, как я уже говорил, данные наушники одним динамическим драйвером, плюс один арматурный. Они обеспечивают Hi-Fi звук высокого разрешения, проще говоря, гибридные они. Чип Qualcomm QCC3040 не супер новый, но хорошо себя зарекомендовавший. Частота стандартная от 20 Гц до 20 кГц, что вполне более чем достаточно и больше, чем мы слышим. Хорошее шумоподавление ANC до 40 дБ имеет 3 режима: транспорт, музыка и прозрачность. Хотя третий к шумоподавлению, конечно, мало относится. Режим прозрачности нереалистичный, чересчур сильно увеличивает в громкости посторонние звуки, вплоть до того, что создается ощущение, как будто люди, которые в 3 метрах от тебя, разговаривают у твоего уха. Но кому-то это может и понравиться. Заряд наушников в шторке виден, по одному работают, автоматически подключаются после открытия крышки бокса с ранее сопряженным устройством. Мультипоинт, к сожалению, не завезли, хотя за эту стоимость была бы радость. Сенсоров приближения тоже не завезли. Анимация при подключении к OnePlus 9 Pro отсутствовала, как и на Xiaomi-шных смартфонах, и уж тем более на яблочных. Емкость аккумулятора одного наушника 55 мАч, полный цикл зарядки наушников занимает 1 час 55 минут. Отыграли они по кодеку aptX на 50% громкости в обычном режиме 6 часов 47 минут, что очень близко к заявленной автономности. За 5 минут в кейсе набегает 10% заряда, и хватит этого на 1 час воспроизведения музыки. Заряд на смартфоне показывает шагом в 10%. Первые 3 часа заряд убывал медленно, далее быстрее. Защита от пыли и брызг только у наушников IPX7, я искупал их, к моему счастью, с ними ничего не произошло. Далее, обновить прошивку или переназначить тапы не получится, так как приложение на данный момент не существует и вряд ли оно у этого бренда появится. Bluetooth последней версии 5.2, из кодеков aptX есть еще aptX Adaptive, SBC и AAC. Через 2 стены в многоэтажном доме ловят, фризов нет. С включенным режимом низких задержек задержки на YouTube низкие, а в играх дела обстоят немного хуже, но играть в целом комфортно. Примеры вы сейчас увидите и услышите.
Микрофоны с шумоподавлением ENC с фирменным алгоритмом шумоподавления, разработанным совместно с Qualcomm и MIFA. Отрабатывают хорошо, перегруза нет и голос сильно не изменяют. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников от MIFA, как они говорят на китайском, и Lencia, когда подключены. Это пример работы микрофонов в помещении. Их можно переподключать на английский язык. Об этом в ролике вы узнаете довольно просто. Там 5 раз кликнул на эту бедную кнопку и все. Но самое главное, что? Самое главное, что в помещении неважно, как работают наушники, потому что они все работают хорошо. Но многие очень сильно просят для примера, для того, чтобы понимать, если вы, допустим, работаете через уши в помещении, как будет слышать вас собеседник. Здесь довольно плохое эхо. Где-то через неделю я это дело исправлю и буду, скорее всего, записывать примеры в другом помещении, для того, чтобы вы понимали, что такое хорошо, что такое плохо, и как в плохом помещении для звука записываются наушники, как вы сможете разговаривать со своими собеседниками. На улице вы сейчас все услышите, как эти микрофоны отрабатывают. В целом, еще раз повторяю, уши мне нравятся. За ролик вы раз 50 это услышите, но они безумно дорогие. Смотрим. И пример работы микрофонов вот этих топовых мифовских наушников. Нам везет, мы сначала услышали трактор, теперь слышим КамАЗ, который чистит снег, и услышим еще много всяких машинок, надеюсь. А может быть не услышим, и это хорошо. Если стоять без шапки на морозе, что неразумно, вас будут слышать собеседники примерно так. Если в шапке, вот так. И я думаю, что вас микрофоны должны в целом удовлетворить. Хотя это и не AirPods, но все-таки неплохо. Опять же, решать вам. В помещении вы уже слышали пример. Сейчас слышите на улице. Очень бокс мне нравится у этих ушей. Очень. Металлический, холодный. Зимой самое то. Смотрим. Звучание на 100% громкости каша небольшая, но присутствует. Бас в то же время объемный, но есть перебор. Запас громкости большой, сцена средняя. Нет акцентирования на определенные частоты. Все в целом в дружбе и балансе, не считая баса. Проще говоря, басхедные затычки. Звучание подойдет под большой спектр музыкальных направлений, и это если слушать по кодеку AAC. При прослушивании различных композиций по кодеку aptX наушники слегка хрипят. Я надеюсь, что это только в моем случае. Можно назвать это в принципе белым шумом, но вот так. Опять же, при работе с эквалайзером, если вы знаете, что это такое и умеете им пользоваться, в принципе, наушники раскрывают себя более чем. На свою стоимость они играют, если кратко. Из минусов: механизм открытия крышки кейса не радует марки, кейс вдобавок габаритный, не из легких, небольшие задержки в играх, нет приложения, нет мультипоинта и нельзя вызвать ассистента тапом. Напоминаю, что английский язык на борту. Стоят они в районе $188 без всяких скидок, купонов и промокодов, но их уже можно применять, так как сейл идет, поэтому если кого-то заинтересовали, можете приобрести. Вы сами знаете, что топовые мифы всегда топово звучат. Если промокоды, посмотрите в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Промики в принципе распространяются всегда на все продукты, начиная от носков и заканчивая космолетом. Резюмирую, как я уже говорил, порадовал дизайн кейса, так как это необычно и это привлекает. Материалы хорошие, сборка на 9 из 10. Звучание данных наушников не может разочаровать. Мне оно понравилось и зашло. И по объему, и по панчу. Функционал весь отрабатывается хорошо. Чтобы выиграть данную пару наушников, вам достаточно подписаться на мой телеграм-канал скидок, написать в комментарии либо русским языком, либо через пробелы, либо в описании своего канала имя свое в телеграме, и подписаться на этот канал и лайв-канал. Также по ссылке в описании к видео. 30 января эти наушники разыграю. Не думаю, что участников будет много, так что дерзайте. Те, кто знают, те знают. Еще раз повторяю, тем, у кого не получается написать в комментарии свое имя в телеге, просто напишите в описании своего канала контакты телеграмма и в комментарии укажите, что ваш контакт в описании канала. Девайсу однозначное да, уши мне понравились, особенно дизайном. Добра и удачи вам, дорогие друзья!